Каждый день эти копытные проводят под пристальным вниманием хищников, ведь в силу размеров они являются очень привлекательной мишенью. Но невзирая на причудливый внешний вид, эти создания довольно вспыльчивы и непредсказуемы, поэтому у них есть способы постоять за себя. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – бородавочники. Бородавочники – типичные обитатели африканской саванны. При длине тела более метра самцы могут весить свыше 100 килограмм. Но по сравнению с ближайшими соседями даже такие размеры нельзя назвать выдающимися. Эти копытные ведут дневной образ жизни. Раскаленный полдень они коротают в тени, а остальное время проводят за раскопками питательных корней, дополняя рацион травами, ягодами и даже падалью. В поисках пищи ключевое значение играет жесткий пятачок, но помимо него на морде красуются две пары мощных клыков, которые затачиваются друг от друга при смыкании, что делает их довольно серьезным оружием. Ночью становится прохладнее, но это далеко не лучшее время для прогулок, поэтому дружное семейство копытных находит убежище в термитниках, а также в заброшенных норах других животных. С первыми лучами солнца животные покидают ночлег и возвращаются к привычному образу жизни. Поросята находятся под пристальным присмотром матери, а для большей безопасности семьи объединяются, что гарантирует малышам повышенную защиту и больше возможностей для веселья. Глаза бородавочника неспроста расположены в верхней части головы, ведь это увеличивает шансы обнаружить противника, затаившегося в высокой траве. Однако зрение животных оставляет желать лучшего, и основным инструментом оповещения служит превосходное обоняние, которое не только подсказывает, где искать добычу, но и за сотни метров предупреждает об опасном госте. Однако основной проблемой становится ветер, ведь наученные опытом хищники лучше других знают, с какой стороны стоит подкрадываться к своей жертве. Львицы – одни из главных врагов бородавочника, ведь они быстры, сообразительны и организованы. К тому же потрясающая сила и мощные челюсти позволяют мгновенно расправиться даже со взрослым противником. Но сначала к нему надо подобраться. Когда терпения не хватает, нападение может обернуться провалом, ведь бородавочник способен разгоняться до 60 км в час. Для львов это не проблема, но они могут поддерживать скорость лишь на протяжении пары сотен метров, поэтому забег может окончиться не в пользу нападающего. Однако иногда даже малыш в силах удивить. Не желая быть съеденным, загнанный в угол поросенок пытается дать отпор, чем вводит хищников в замешательство, и этого хватает, чтобы пуститься на утек. Если же львица идет на промысел в одиночку, взрослый бородавочник может оказаться не лучшим выбором. Ведь чем больше он чувствует сомнения хищницы, тем быстрее обретает уверенность. И вот уже непонятно, кто из этих двоих охотник, а кто жертва. Львице приходится уклоняться от острых клыков, а ее потенциальная добыча становится все более агрессивной. Похоже, что с таким задирой точно не стоит иметь дело. Разумеется, весомую опасность представляют и гепарды, ведь даже на полной скорости бородавочник бежит вдвое медленнее этого хищника. Однако копытные знают, что бегство бесполезно, ведь в случае паники гепарду намного проще повалить цель. Поэтому семейство хладнокровно ждет нападения, не давая кошке ни единого преимущества. Эти молодые охотники работают в команде, но вопреки их ожиданиям, предполагаемая жертва вовсе не собирается сдаваться. Приспособленные к скоростным забегам, гепарды обладают довольно хрупким телосложением, и им вовсе не хочется сталкиваться со столь агрессивно настроенным созданием. Если же бородавочник пускается в бегство, против серьезно настроенных братьев у него не так много шансов. Но этому счастливчику чудом удалось найти подземное убежище. Гепард быстро переключается на другую мишень, стремительно уменьшая дистанцию. Однако неожиданный поворот событий сбивает хищника с толку.
Это послужит ему уроком. Бородавочники слишком непредсказуемы, чтобы быть легкой добычей. Однако детеныши могут стать доступным обедом даже для неопытных хищников, особенно если им удалось отделить поросенка от стада. Но находящаяся в безопасном месте мать без раздумий покидает убежище, а за ней, словно привязанные, вылетают и оставшиеся члены семейства. Планы охотников вновь рушатся, ведь вместо единственной цели перед глазами кошек мелькает множество подвижных поросят. У гепардов не получается сфокусироваться на одной мишени, но когда в дело вступают разгневанные взрослые, спасаться бегством приходится уже самим неудачливым хищникам. На каждого нападающего находится свой защитник, поэтому единственным вариантом становится уйти ни с чем. Куда более опасным соперником является леопард. Ведь этот одиночка в считанные секунды способен расправиться даже со взрослыми особями. К тому же его маскировка, терпение и засады в самых неожиданных местах позволяют застать добычу врасплох. Но даже такому умелому хищнику не всегда удается подобраться на расстояние броска. Кажущаяся беззаботной мать готова в любую секунду поднять тревогу и обратиться в бегство. Но с закатом солнца шансы хищника увеличиваются, и эта ночь могла бы стать для копытного последней, если бы не гиены, которые не смогли пройти мимо шумной драки. Они постоянно пытаются отнять чужую добычу, но в этот раз банда пришла слишком рано, тем самым подарив бородавочнику жизнь. Гиеновидные собаки образуют чрезвычайно организованную стаю, которая способна совладать с заметно превосходящей в размерах добычей. Но если их целью становятся поросята, все может пойти не по плану. Мощные клыки и очень плотное телосложение, помноженное на высокую скорость, превращают бородавочника в живой таран, на пути которого не смеют встать даже такие опасные охотники. В целом, несмотря на бдительность и самоотверженность матери, около половины потомства все-таки становятся добычей хищников. Несмотря на это, бородавочники прочно закрепились среди множества смертоносных созданий, и если малышу посчастливилось пережить опасный период, у него есть все шансы дожить до почтенного 10-летнего возраста. В целом, популяция бородавочников стабильна, и пока этим забавным, но совсем не беззащитным созданиям ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!